Друзья, приветствую вас на канале Rustories, где мы помогаем вам учить русский язык с помощью коротких рассказов. Итак, поехали. Сколько я себя помню, велосипед всегда был моим другом. Во время студенческой жизни я постоянно им пользовался и проезжал по 10 километров в день до университета и обратно. Велосипед в те годы был моим основным средством передвижения. Сейчас времена изменились, но любовь к велосипеду осталась. Хотя нынче он служит мне больше для фитнеса и удовольствия. Я программист, живу и работаю в Сингапуре. Из-за близости к экватору здесь жарко и душно, поэтому мало кто крутит здесь педали по пути на работу. Но велосипеды весьма популярны. Велосипедисты здесь делятся на две основные группы. Первая группа – это те, кто ездит на велосипеде по паркам на выходных с друзьями или семьей. Другая большая группа – это почитатели серьезного велоспорта на скоростных шоссейных велосипедах. Их каждый день можно видеть на рассвете летящих вдоль местной автотрассы. Сначала я относился к первой группе и ездил не сильно торопясь по чистым улицам города, а иногда сквозь нетронутые джунгли или вдоль ферм. Но потом меня потянуло на приключения. Как когда-то в молодости захотелось чего-то большего, чтобы потом было о чем вспоминать и гордиться. Сингапур не Россия. Расстояния здесь небольшие. Длина острова составляет всего 27 километров. Ширина 50 километров. Поэтому пересечь Сингапур с севера на юг и с запада на восток не будет большим испытанием. А вот чтобы объехать весь город вдоль его побережья, понадобится уже от 5 до 8 часов. Расстояние будет больше 150 километров. Для такой поездки нужен шоссейный велосипед, и пока я его не купил, я ездил по паркам, как все нормальные сингапурцы. После покупки нового велосипеда все изменилось. Нормальность куда-то исчезла. У меня появился зуд к большому велопутешествию. Я начал к нему готовиться и, наконец, ранним утром двинулся в путь. На словах все кажется просто. Ты выезжаешь в 5 утра и следуешь по дорогам вдоль границ страны. Но только вот ехать на большие расстояния непросто. После первых 70 километров начинают уставать ноги и затекать плечи. На отметке в 100 километров появляются мысли: а зачем это все нужно? А вот ближе
к 150-160 километрам хочется только одного, чтобы все побыстрее закончилось. В зависимости от скорости весь путь можно проехать от 6 до 10 часов. Некоторые велолюбители не торопятся и растягивают маршрут на 2 дня. Они просто бросают велосипед на полпути и возвращаются к нему на следующий день. Попадаются вообще странные, на мой взгляд, люди, проезжающие маршрут на велосипедах с маленькими колесами. Это так называемые foldies или folding bicycles. Их легко складывать и возить с собой на автобусе. И это их единственное достоинство. Из-за размера колес скорость такого велосипеда небольшая. Поэтому можно легко на 160 километров пути потратить 12 часов и даже больше. Основная часть маршрута проходит по индустриальным районам, где только ангары, гаражи и стройплощадки. Трассы шумные и пыльные. Это особенно верно для западной части Сингапура. Сейчас там идет огромная стройка. Возводится новый порт, который после его запуска в 2040 году станет самым большим автоматизированным портом в мире. Последние 30 километров даются тяжело. Я останавливаюсь все чаще. Сильно затекают плечи и ноги. Приходится буквально заставлять себя сесть обратно на велосипед. Тело отказывается возвращаться в неудобное согнутое положение. Телу хочется упасть на траву и лежать неподвижно. Наконец, маршрут завершен. Я совершенно выдохшийся. Только воля и упрямство помогли мне не сдаться и завершить путешествие. Но никогда я не рискну рекомендовать поездку вокруг Сингапура кому-нибудь еще. Испытать себя можно и на коротких маршрутах. К тому же на острове есть гораздо более живописные дороги без пыли, грязи и скучнейших видов на стройку. Друзья, вот такой забавный рассказ с неожиданным концом. Надеюсь, он вам понравился. А у меня на сегодня все. Учите русский язык с каналом Rustories. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Огромной вам удачи и пока!